Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к программе контроля веса Herbalife Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление пищевых добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться. Приведенные доходы и примеры продвижения бизнеса индивидуальны и не являются типичными. Для получения дополнительной информации о возможных доходах независимых партнеров обратитесь к ежегодному отчету о среднем уровне вознаграждений, выплачиваемых Herbalife Nutrition, опубликованному на сайтах www.herbalife.com и www.myherbalife.com. Построение розничного бизнеса, который мог бы обеспечивать озвученный уровень дохода, занимает продолжительное время. Деятельность независимых партнеров по обучению и поддержке других независимых партнеров в качестве спонсора является их личным выбором и ведет к получению комиссионных и других видов вознаграждений, которые являются частью их доходов. Основы философии 1. Я сделал несколько заметок, когда слушал историю успеха Herbalife. И вот эти заметки. Первое. Все началось с человека и идеи Марка Хьюза. Идея была такова. Я найду путь и благодаря питанию помогу людям похудеть и улучшить самочувствие. Вот и вся идея. Потрясающая идея потрясающего человека. С этими продуктами связана невероятная история успеха, так как они оказались невероятно востребованы. В Америке Herbalife продает свои продукты уже почти 20 лет. А сейчас вырос процент людей с избытком веса, которым нужен наш продукт. Их больше, чем когда мы начинали 20 лет назад. Но население растет, границы мира расширяются, равно как и возможности делать бизнес по всему свету. Бизнес Herbalife просто создан для того, чтобы донести каждому человеку потрясающую информацию о наших уникальных продуктах. А дальше работает продукт. Самое потрясающее в продукте – это то, что продукт делает с людьми. А что касается стандартов и проверок, Herbalife прошел все самые суровые проверки. Как только мы открываемся в новой стране, правительство заново подвергает нас сертификации. Herbalife прошел все проверки. Herbalife – успех человека, идеи и продукта. Еще один итог 20-летней деятельности Herbalife – это возможность. Возможность. Марк хотел дать возможность каждому человеку. Он сказал: «Я хочу дать всем шанс, как у меня. Шанс начать с нуля и своим трудом забраться на самый верх. И чтобы при этом меня никто не спрашивал: а какой университет ты закончил?» Марк хотел дать шанс всем. Но как это сделать? Какую систему маркетинга выбрать? Именно поэтому он выбрал прямые продажи, от человека к человеку, вне зависимости от вашего возраста, от вашего образования, вне зависимости от ошибок прошлого, вне зависимости от того, где вы находитесь, от финансового положения, вне зависимости от цвета кожи, религии. Марк сказал: «Я хотел дать возможность всем тем, кто был потрясен ценностью этих продуктов, кого вдохновили истории и кто выразил готовность внести свой вклад в нашу историю. Так что на протяжении последних 20 лет это необычная история потрясающих возможностей. Это простая маркетинговая схема, от человека к человеку. Но ее необычность в ее волшебстве. Вы встречаетесь с человеком и становитесь друзьями на всю жизнь. Вы встречаетесь с человеком, и он становится вашим партнером по бизнесу на долгие годы. Вот она, эта возможность. Возможность в прямой или косвенной форме принести пользу тысячам людей. Марк, конечно, может сейчас сказать: в прямой или косвенной форме я сумел принести пользу миллионам людей. Вам даже не хватит воображения представить это. Но я говорю вам, десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, а кто-то из вас поможет сотням людей. Я утверждаю,
утверждаю, что вы можете оказать неоценимую помощь множеству людей, используя этот маркетинговый ход. Вот в чем суть этой истории. И, конечно, сама по себе история прямых продаж – это одна из самых грандиозных историй века. Вы не ходите в магазин, передаете продукты из рук в руки. Это невероятно, и это система будущего. Это будет одна из самых важных, динамичных систем маркетинга 21 века. Больше ни в одной компании люди не умеют так эффективно представлять ее новым людям и так эффективно ее использовать. В начале 21 века Марк и Гербалайф лучше всех подготовлены к использованию этой системы. Это история развития уникальной структуры и системы сопровождения. Сегодняшняя трансляция – это часть этой структуры, часть этой системы сопровождения. Оплатит за мои услуги Марк, правильно? Он оплачивает всю систему, чтобы я донес до вас информацию через спутник. Это невероятная возможность быть частью системы, которая дает вам базу, которая оказывает вам поддержку в бизнесе, помогает создавать будущее своими руками. Это уникальная система признания заслуг. Марк просто гений, когда дело доходит до признания заслуг. Просто сделай пару шагов, и мы назовем тебя благородным. А если ты сделаешь еще пару шагов, мы скажем, что ты супер. А если ты сделаешь еще пару шагов, мы наградим тебя чем угодно, и ты станешь частью избранного круга, группы уникальных людей. Такое признание заслуг – это одна из самых невероятных историй этого века. И Марк сделал ее такой, как мы ее знаем. Система сопровождения, которая воздает почести людям, которые заслужили почести, и выказывает уважение тем, кто заслуживает уважения. Это уникальная система сопровождения для сообщества. Правильно? Сообщество людей разных профессий, говорящих на разных языках, из разных социальных кругов. И как члены одного сообщества, все они вносят вклад в деятельность всей группы. Прямо сюда, на этот канал, приходят люди, как я сегодня, и рассказывают свою историю. Так отдельный человек вносит вклад в работу системы. История одного человека вдохновляет всех, кто смотрит и слушает ее. Это невероятная система сопровождения. Равно как и люди, которые в ней участвуют, правда? Для них огромная честь поделиться своей историей, но у них, равно как и у меня сегодня, есть уникальное ощущение сопричастности чему-то уникальному, что помогает всем участникам происходящего, дает им информацию, стимулы, идеи и ощущение причастности к единой системе и сообществу. Это невероятно. Я сделал следующее. Я взял слово «Гербалайф» и написал его в столбик, одну букву под другой. H-E-R-B-A-L-I-F-E. А затем я взял каждую букву и подумал, с чем у меня ассоциируются эти буквы, с какими значимыми словами для истории успеха Гербалайф. Естественно, первая буква H, и я написал «здоровье» и «счастье», «health» и «happiness». Гербалайф имеет непосредственное отношение к обеим областям. К счастью, много лет назад мать приучила меня вести здоровый образ жизни, что и помогает мне на протяжении стольких лет. Мой отец дожил до 93 лет. Я иду по его стопам. Я знаю, как важно быть здоровым, и в моем окружении есть люди, которые не отличаются таким здоровьем и жизненной силой. Все потому, что у них не было привычек здорового образа жизни. К счастью, я рано начал следить за собой и продолжал это делать всю жизнь. А затем появились продукты Гербалайф. Они как вишенка на торте. Они дают мне невероятную энергию, чтобы ездить по всему миру, рассказывать мою историю и делиться с вами идеями. Так что я знаю, что значит быть здоровым. Счастье – это возможность стать частью чего-то необычного. Вы знаете, есть личное счастье, счастье в браке, семейное счастье, счастье быть отцом или матерью. Верные друзья делают нас счастливыми. Но есть также счастье осознавать, что вы принадлежите к уникальной семье, потому что это социальное и деловое сообщество, к которому принадлежим мы, Гербалайф. На самом деле, когда Марк только открыл компанию, и когда он приглашал дистрибьюторов, он говорил им «добро пожаловать в семью». И на тот момент это было больше похоже на семью, так как нас было мало, правда?
Вы сами знаете, десятки, потом 40, потом 50, а потом 100 и 150. Так что это была семья. Но если честно, мы так и остаемся многонациональной, по-разному звучащей и выглядящей, многоязычной и по-разному одетой семьей. Это невероятно. Мы до сих пор являемся семьей, потому что когда люди становятся частью Herbalife, они чувствуют, что стали частью уникальной семьи и от этого чувствуют себя невероятно счастливыми. Но счастье – слишком сложная тема, чтобы говорить о ней здесь. Мы поговорим о нем в другой раз. Но с буквой H ассоциируются хорошие слова. Счастье и здоровье. Health и happiness. Мне надо поторопиться, у меня не так много времени. Рядом с буквой И я написал энергия, energy. Энергия, которую дает тебе здоровье, которую дает тебе продукт. У нас даже есть специальный продукт под названием Energy, энергия. Энергия, идущая от правильного питания, энергия, с которой мы исполняем наши мечты, энергия, с которой мы противостоим трудностям. Правильно. Именно в этот момент вы ускоряетесь, вы чувствуете приток энергии, потому что видите перед собой нерешенные вопросы и знаете, в каком направлении работать. Такая энергия. Для Марка характерна эта невероятная кипучая энергия, которая так ему помогала все эти годы. Я знаю, что отчасти он обязан этим продукту. Отчасти, да. Но часть он наверняка унаследовал, часть этой невероятной энергии, которая кажется неиссякаемой. Это потрясающе. Еще одна «И» обозначает обучение, education. Herbalife уделяет тренингам больше внимания, чем любая другая известная мне компания. У нас проходят 3- и 4-дневные экстраваганзы, и большая часть времени – это тренинги, идеи, информация. Людям говорят о методах, способах. Тут все изящнее, утонченнее. Дистрибьюторы Herbalife, серьезно, больше всех знают о бизнесе, о методах работы, о сетевом маркетинге. Вы лучше всех знаете, как надо работать, как работать с людьми, как развивать свои навыки. Вот такое обучение. В это даже трудно поверить. Одной из моих задач в последнее время было помогать людям, которые обучаются по ускоренным образовательным программам, научиться заботиться не только о своем бизнесе, но и о личной жизни. И самое приятное, что я услышал в качестве благодарности: «Мистер Рон, ваши идеи были мне очень полезны в рамках моего ускоренного обучения. Посмотрите, как изменился мой бизнес. Посмотрите, как изменилась моя жизнь. Я так рад, что причастен к этому. На этом мы остановимся. Буква R из слова Herbalife означает надежный, reliable, старый, добрый. Ну, вы знаете, у нас не такая долгая история, как у General Motors, и у нас не такая история, как у многих старых компаний. Но 20 лет – это уже, знаете ли, зрелость. Мы уже не новички. 20 лет – это уже целое поколение, не так ли? 20 лет – это 2 десятилетия. Так что старое и надежное, наверное, еще не подходит. А вот просто надежное уже в течение долгого периода времени, 20 лет. Это о чем-то говорит. А другой вариант для R – уверенность, reassure. Каждого, кто принял мудрое решение, необходимо укрепить в этой мысли, в том, что они на пути к успеху, и что они – часть чего-то большого и непрерывно развивающегося, что живет не только опытом прошлого, но задумывается о будущем, и с течением времени становится все лучше и лучше. Уверенность. B – это основы, basics. Herbalife лучше всех обучает основам, основы правильного питания, основы маркетинга, а моя задача – это научить основам личностного роста. Чтобы изменить все вокруг, надо сначала измениться самому. Чтобы все вокруг стало лучше, нужно самому стать лучше. Основы созидания правильного общества. Основы созидания правильной личности. Основы, а их не так много. Основам и базовым принципам может научиться всякий. Будьте скептичны, если кто-то скажет вам: «У нас новые базовые принципы». Скажите в ответ: «Базовые принципы стары по определению». Сами знаете, это как если бы вам сказали: «Мы производим антиквариат». Нужно быть скептиком.
Речь идет об основах работы бизнеса. Как построить многомиллионную, а теперь уже многомиллиардную компанию, как Herbalife? Основы. Марк безоговорочно следовал им. И я вас уверяю, он может вас этому научить. И не важно, что у вас маленький бизнес районного масштаба или большой международный бизнес. Основы работы предпринимателя – возможность стать предпринимателем международного класса, следуя основам Herbalife. На ваших плечах не будет груза корпорации, так как вы независимый предприниматель. Основы. Есть основы философии, но у меня нет возможности углубиться сейчас в эту тему. В слове Herbalife есть буква «A» – действие, action. В самом начале Марк начал действовать, отслеживать результаты, закрывать сделки, и с тех пор он учит всех быть деятельными. Чтобы получить награду, надо потрудиться. Нужно встречаться с людьми, рассказывать историю, нужно проводить встречи, нужно действовать. Я учу, что действие – это последняя ступенька из 3 ступеней волшебной лестницы, которая ведет к созданию реальности, материальной реальности. Первая ступень – это воображение. Оно настолько могущественно, что почти реально. Вторая – это вера, которая так близка к реальности, что в это трудно поверить. Третья – это приложить воображение и веру к работе. Мышцы, труд. Труд строит гостиницы. Труд создает продукт. Труд находит вакцину от полиомиелита. Труд строит карьеру. Труд возводит храм. Правильно? Труд созидает здоровье. Вот это слово, труд, оно влечет за собой созидание реальности. Я нашел еще одно слово для буквы A. Ответы. Answers. Все на свете хотят получить ответы. У Herbalife их много. Предложить хорошую идею, интересный способ решения иногда равнозначно тому, чтобы сказать «вот ответ на вопрос, который хочет знать весь мир». А сколько у нас ответов на вопросы, которыми задаются люди? Сколько ответов у нас есть? Вы бы удивились, увидев список ответов, который есть в Herbalife. L – это, конечно, любовь, love. Есть много добродетелей и много ценностей. Но апостол сказал, что величайшая из них – любовь. Я понимаю любовь так. Это когда ты заботишься о другом человеке. Это самое ценное в жизни. В Herbalife мы часто сталкиваемся с этим чувством, не так ли? Дистрибьюторы заботятся о клиентах, о других дистрибьюторах. Лидеры заботятся о спонсорах. Лидер заботится обо всей организации. Вся эта забота вмещается в понятие «любовь». А еще я написал «лекция», потому что это суть Herbalife. Изучение, обучение, тренинги, лекции, информация. Буква «I» в слове Herbalife означает «доход», «income». Проницательность, insight, личность, individual, невероятная возможность изменить свой уровень доходов почти за сутки. Сейчас объясню, почему это возможно. Когда в первый раз вы слышите историю по продукту, вы можете пойти и поделиться ею с людьми в тот же день и продать будущие результаты. Я только что открыл для себя продукт. Уверен, у меня будет фантастический результат. А ты хочешь тоже получить результат? В тот же самый день я нашел бизнес-возможность, которая кардинально изменит мои доходы. Хочешь попробовать вместе со мной? В тот же день, когда вы услышали историю, вы можете ее продать. Это потрясающий толчок к росту вашего дохода. Следующее – проницательность. Именно этим силен Herbalife, умением заглянуть вглубь человеческой природы. Мы работаем с самыми разными людьми. Перед Марком стоит сложная задача – объединить команду Chairman's Club и команду президентов, чтобы они работали вместе. Казалось бы, это невыполнимая задача, потому что это личности, это амбиции, это все то, что делает жизнь такой непростой. Но проницательный человек знает, как, несмотря на различия, создать команду. Есть много факторов, способных объединить команду, которая создаст состояние и историю.
Это и есть проницательность. Важно сделать акцент на слове «индивидуум». Каждый рассказывает свою историю, каждый передает ее другим, каждый человек становится все лучше с каждым днем, каждый растет и развивает свои умения. Вот чем силен Гербалайф. Каждым человеком. Не тем, что индивидуум растворяется в массе, а тем, что он вносит свой вклад. Для F я подобрал слово «знаменитый» – «famous». Слава – это вдохновляющий фактор. Слава, а не беспочвенная гордыня. Слава, которую приносит вам история, которая вас переживает и которая будет известна всему свету. Слава важна не ради самой славы. Она как путеводная звезда. Слава, которая говорит вам: это достижимо. Слава, которая говорит: посмотри, как начинали эти необычные люди, и смотри, чего они достигли за первые 20 лет. Вот о какой славе я говорю. Слава вдохновляющая, подпитывающая. Это невероятно. А последняя буква «И» в слове «Гербалайф» первая означала «энергия» и «обучение». Последняя буква «И», чтобы закончить на сегодня, обозначает «все», «everyone». Вот что самое потрясающее в плавании корабля под именем Гербалайф. Мы никого не оставляем за бортом. У нас есть место для всех. История Лидии Колон впечатляет. У нее не было средств на стартовый капитал. Она вложила 60 центов в то, чтобы стать дистрибьютором. Сейчас она член команды президентов. Мать-одиночка с 2 детьми. Но Лидия пошла и стала рассказывать историю Гербалайф. У нее появился клиент, и появились деньги на продукт для клиента. Вот что сказала Лидия своему первому клиенту. «На твои деньги я принесу тебе продукт. Мне от этого будет небольшая выгода. Но если я буду продавать с определенной периодичностью, то у меня хватит средств, чтобы купить продукт мне и моим детям». Вау! Какая потрясающая история начинается со слов «нам не нужно никого оставлять за бортом». А теперь давайте немного поговорим о моей истории и о том, чему я научился и что принесло мне успех в сетевом маркетинге. На тот момент мне было 27-28 лет. Я зарабатывал 30-35 тысяч долларов в месяц. На тот момент это были большие деньги. Но это происходило благодаря тому, чему я научился. Вот что я узнал о сетевом маркетинге. Можно начать практически с нуля и построить нечто невероятное. Вы начинаете с одного человека, а потом приходят 2 человека, 3 человека. Первое, что надо понять, это что есть 4-5 человек, работающих в связке с вами, в вашей команде. Вы начинаете с 5 или 10 клиентов, потом их становится 40 или 50, а потом 100 клиентов. Так что эта философия построения бизнеса от человека к человеку очень-очень действенная. И именно поэтому Марк выбрал эту маркетинговую концепцию. Мне хотелось бы поговорить о философии Марка Хьюза. Я хотел бы рассказать вам немного о философии компании. Я хотел бы рассказать вам немного о моей личной философии. Я думаю, что сегодняшняя встреча будет очень полезна, очень важна. В первую очередь, я хочу поделиться своими философскими взглядами, которые полностью изменили мою жизнь. Для того, чтобы быть успешным, во-первых, надо развивать различные умения и навыки. Меня научили этому, когда мне было 25 лет. Один из моих первых навыков – это дойка коров на ферме, но он не очень хорошо оплачивается. И вот что мне сказал мой наставник, когда мне было 25 лет. У тебя в арсенале должно быть более одного навыка. И особенно сейчас, на рубеже 21 века, если вы хотите дать кому-либо добрый совет, вот лучший совет, который вы можете дать. Если вас спросят: «Ты успешный человек, а что мне сделать, чтобы быть успешным?» Вот что вы должны им ответить. В 21 веке будут невероятные возможности для людей. Не только в Китае, но и по всему миру. Теперь, когда демократия и свобода по-настоящему воцарились в мире, и когда капитализм, позволяющий начать почти с нуля и развить бизнес на рынке, теперь является повсеместной нормой,
Возможности в 21 веке будут просто неограниченные. Что касается конкретно Гербалайф, так как рынок сбыта продуктов намного обширнее, чем мы можем себе представить. Кто-то не так давно сказал мне: разве миллиард годового оборота продаж – это не огромный оборот? И я сказал: да, но в сравнении с мировым рынком это песчинка в море. А 2 миллиарда годового оборота – это много? Это 2 песчинки в море в сравнении с потенциалом мирового рынка. А 3 миллиарда – это 3 песчинки на дне морском. Гербалайф не может расти так быстро, как этого требует рынок. Мы начали продавать продукты Гербалайф на американском рынке 21 год назад. Сегодня в Америке больше людей с избыточным весом, чем было 21 год назад. А в Америке у нас бизнес идет хорошо, и это при том, что мы едва затронули эту возможность. Для всего мира, я уверен, что 21 век – это будет век возможностей. Но для Гербалайф это будет век невероятных возможностей. А вот воспользоваться этой возможностью – это уже ваша задача. Первое – разные навыки. Более одного навыка. Когда я узнал о сетевом маркетинге, я стал учиться разным навыкам. Тут я научился закрывать сделки, находить клиентов. Я узнал, что мои успехи по представлению товара на рынке определялись тем, что люди говорили мне: «Да, я буду использовать твой продукт». У меня в арсенале уже 2 навыка – дойка коров и продажи. Угадайте, за что лучше платят? Закрывать сделки, находить клиентов. А потом я научился рекрутингу, строить организацию, предлагать людям бизнес-возможности и возможность стать частью компании. И я понял, что рекрутирование, привлечение людей к тому, чем я сам занимаюсь, а если я еще и делаю в неделю по несколько сотен долларов на продажах продуктов, очень просто объяснить людям, как получить этот дополнительный заработок. Для этого нужно всего лишь знать информацию о продукте и делиться ею с другими людьми. И я узнал, что рекрутирование дает хорошую прибыль. Так как маркетинг-план, с которым я познакомился в начале, состоял из 2 кружочков. В первом кружочке было написано: вот это вы. Вы можете продать столько-то продукта и заработать на этом. А во втором вы можете привести людей в ваш бизнес и помогать им продавать продукт, чтобы они тоже зарабатывали. За это компания заплатит вам дополнительно. Вот с чем я познакомился в начале. Я задал только один вопрос: сколько человек я могу подписать, чтобы научить их работать, как работаю я, чтобы получать дополнительный доход? И мне ответили: сколько хочешь. Вы можете приводить в бизнес любое количество людей. Когда я это услышал, то отреагировал так: тогда я стану богатым. Если число людей, которых я могу приводить в бизнес, не ограничено, и я могу научить их работать как я, чтобы получать дополнительный доход, и тогда я получаю доход не только от продаж, но и от того, что помогаю им стать успешными. Если это число бесконечно, то моя первая реакция была: я стану богатым. Вот и все, что мне нужно было услышать об этом элементе маркетинговой системы, чтобы идея рекрутинга воодушевила меня. А для рекрутинга надо делать 3 простых шага. Первое – предлагать людям взглянуть на возможность. Первые люди, к которым я обратился, были, конечно, мои друзья и родственники. И я сказал им: даже если вы не захотите присоединиться к тому, что я делаю, даже если вы не захотите покупать продукт, для меня важнее всего, чтобы вы посмотрели, потому что я не хочу через год, если у меня все пойдет хорошо, услышать от вас: «А почему ты меня не позвал и не рассказал мне о такой возможности?» И так как я не хочу через год столкнуться с подобной ситуацией, мне бы хотелось, чтобы вы просто посмотрели. Ко мне присоединится множество людей, так что ваше участие не обязательно, но мне важно, чтобы вы просто взглянули. Так я научился правильно приглашать людей. А вот еще одно мое приглашение. Я разговариваю с кем-нибудь и спрашиваю: а вы уже нашли источник постоянного финансового благополучия для вас и ваших близких? Вы уже нашли источник финансовой стабильности? Если я получал отрицательный ответ,
то задавал следующий вопрос. Ищете ли вы источник финансовой стабильности для вас и вашей семьи? Если я получал отрицательный ответ, то я говорил: можно я дам вам совет, самый лучший из всех, что вам давали в жизни, самый лучший из всех, что вам давали в жизни, потому что его в свое время дали мне. Если вы не нашли источник финансовой стабильности, то совет, который дали мне, таков: надо начать активно искать. Каждую неделю нужно уделять время для поиска источника финансовой стабильности для вас и ваших близких. Мне дали этот совет, и он помог мне быстро найти Гербалайф, этот самый источник. И я хочу дать вам такой же совет. Активно ищите, и вы сможете сказать своей семье: я все еще активно ищу возможность достичь финансового благополучия до конца дней. Я ее активно ищу. Итак, если вы примете мой совет и будете активно искать, то я могу указать вам верный путь. Если у вас есть время, мы можем встретиться. Приходите на встречу, где мы говорим о возможностях. И если вы посмотрите на ту возможность, которую я предлагаю, если она не для вас, то мой совет таков: продолжайте искать источник финансовой стабильности для вас и ваших близких. Вот один из моих способов приглашения людей. Вот так я научился приглашать в бизнес. Затем я узнал, что бывает два вида встреч, два вида презентаций. Первый неформальный, с глазу на глаз, где угодно, в кофейне, за чашкой кофе, просто личный разговор с человеком. Потому что у Гербалайф очень простой план. Вы можете продавать продукт, можете пригласить кого-то продавать продукт, научить их тому, что делаете вы, чтобы зарабатывать несколько сотен долларов в неделю дополнительно. И это приносит им доход, но это также приносит доход и вам. Этот план просто рассказать другим. Есть еще официальные встречи, и вы все отлично знаете, что это такое. Там рассказывается история компании. Кто-то говорит о продукте, кто-то говорит о маркетинге, а когда встреча заканчивается, вы спрашиваете людей, не хотят ли они стать частью Гербалайф. Итак, я научился рекрутировать. Итак, сначала я научился продавать, что существенно повлияло на мой доход. Затем я научился рекрутировать, что еще больше увеличило мой доход. Итак, сколько у меня уже навыков? 3. Дойка коров, продажи и рекрутирование. Вот еще один навык, который привел к росту моего бизнеса. Это построение организации. Как только у вас появилось 4 человека, научите их работать вместе. Потому что в Гербалайф работа в команде творит чудеса. Вы это уже знаете, и я уверен, что именно поэтому ваш бизнес так вырос. Научить людей работать вместе для того, чтобы рассказывать истории. Если мы с вами проводим маленькую встречу, вы пригласили 2 гостей, и я пригласил 2 гостей, и когда встреча закончилась, мои гости подписали контракт. Я спрашиваю, что сподвигло вас подписать контракт? И вот что они могут сказать. Это была история вашего партнера. История вашего партнера. Может быть, хватило бы и моей истории, но еще одна история, прозвучавшая благодаря работе в команде, именно она решила все. Работа в команде делает нас сильнее, так как мы можем рассказывать несколько историй. И мы не знаем, чья история будет эффективнее для привлечения людей в бизнес. Командная работа придает силы и воодушевляет. Старая поговорка гласит: если 2 или 3 поставили перед собой одну цель, они ее добьются. Если 2 или 3 поставили перед собой одну цель, они ее добьются. Сила объединения 2 или 3. Не нужно 2000 или 3000. Просто 2 или 3 человека, которые сказали себе: давайте этого добьемся. Это главный стимул, особенно в бизнесе.
Не «пойди и добейся», а «давайте добьемся». Ты и я, давай добьемся вместе. Давай мы с тобой станем здоровыми. Как только вы услышали про продукты Гербалайф, вы можете продавать их еще до того, как у вас появился результат. Вот как надо продавать прогнозируемый результат. Я обнаружил этот невероятный продукт, и, судя по историям, которые я слышал и читал, я должен получить фантастический результат. Давайте и вы начнете вместе со мной. Так что в тот же день, когда вы услышите о Гербалайф, вы можете его продать. Вы скажете: «Нет, надо дождаться результата». А я скажу: можно продавать прогнозируемый результат. Как только вы начнете бизнес, вы можете кого-нибудь привлечь в бизнес. Я только что нашел эту возможность, и похоже, что это самая лучшая финансовая возможность в моей жизни. Похоже, я стану успешным человеком. Похоже, что это источник финансовой стабильности. Даже при частичной занятости. Похоже, что это удвоит мой доход. А ты не хочешь начать прямо сейчас? Вот так вы можете подписать человека сразу же. Как только вы услышали о возможности, вы можете рассказать кому-нибудь о ней с использованием прогнозируемых результатов. Похоже, что я получу шикарный результат благодаря продукту, и похоже, что этот бизнес – источник финансовой стабильности. Может, приглядишься к нему, а может, присоединишься? Это очень действенный метод. Итак, я научился рекрутировать, я научился продавать, научился организовывать людей и научил их работать в команде. А вот и еще один навык, который изменил мой бизнес к лучшему. Это когда я научился продвижению. Продвижение включает в себя несколько вещей. Важной частью продвижения является вознаграждение. И вот что я узнал. Компания будет вознаграждать дистрибьюторов за продвижение по лестнице успеха. Вы должны научиться награждать людей за каждый маленький шаг. Компания вознаграждает за большие шаги. А вы должны подумать, как вознаградить людей за маленькие шаги. Если у кого-то появилось на этой неделе 5 клиентов, вы должны придумать, как похвалить их, как их вознаградить. Этот человек был первым в моей организации в прошлом месяце, потому что может быть несколько человек, занявших первое место. Не только в Гербалайф, не только в штате, не только в организации, но в вашей группе. Этот человек номер 1 в этом месяце. Они были на 3-м месте в прошлом месяце, на 1-м в этом месяце. Их надо вознаградить. Покажите им, что вы о них заботитесь. Я пошлю благодарственные письма. Вот так я научился продвижению. Затем я научился продвигать корпоративные мероприятия. Следующее мероприятие в компании Гербалайф. Следующее мероприятие будет в Нью-Йорке. Следующее мероприятие на Восточном побережье. Следующее мероприятие – экстраваганза. Итак, продвижение маленьких моментов. Если вы добьетесь этого, вот что вы получите. Маленькие шаги к успеху. А Гербалайф займется вознаграждением за большие шаги. Итак, сколько навыков у меня в арсенале? Дойка коров, продажи, рекрутинг, организационные навыки, продвижение. У меня 5 навыков. Знаете, если у вас только один навык, вы очень уязвимы с экономической точки зрения. Вы очень уязвимы с экономической точки зрения, если у вас только один навык. Итак, при помощи обучения и тренингов вы даете людям возможность научиться новым навыкам. Никто лучше вас самих не может работать в вашем бизнесе. Научить людей использовать продукты и восстанавливать здоровье. Научить людей целому ряду навыков. Стать частью компании. Вот следующий навык, который я освоил. Это навык общения. Я научился влиять на людей словом. Я научился рисовать словесные картины, где люди видели то, что им раньше было себе не представить. Слово творит чудеса с видением. Оно учит видеть, ведь посмотреть можно по-разному. Можно увидеть глазами,
а можно увидеть мысленным взором. Увиденное глазами мы называем зрение. Увиденное мысленным взором мы называем видение. Человек может закрыть глаза и сказать: «Я это вижу, я это вижу». Вы спросите, как можно что-то увидеть с закрытыми глазами? Нет, можно видеть совсем по-другому. Видеть можно не только глазами, видеть можно мысленным взором. Именно этого вы можете добиться словами. Открыть людям глаза. Открыть им глаза на возможность. Кто-то после разговора с вами скажет: «До встречи с тобой я был слеп, я ничего не видел. После разговора с тобой я прозрел». Что мы хотим, чтобы увидели люди? В первую очередь, проблему. Потому что наша задача — решать проблемы. Несколько фунтов лишнего веса — это трагедия для женщины. Мужчина может жить с парой фунтов лишнего веса. Это не критично, а вот для женщины это критично. 10 фунтов лишнего веса — это уже начало проблемы. 20 фунтов лишнего веса — это уже чревато проблемами со здоровьем. 30-40 фунтов лишнего веса. Мужчина может жить с 30-40 фунтами лишнего веса, а для женщины это критично. 50 фунтов лишнего веса — это уже слишком. 50-60 фунтов лишнего веса — опасно, опасно, опасно. Это уже критично и для мужчины, а для женщины особенно. Всего 10, 15, 20 фунтов лишнего веса — это начало проблемы. Есть ли здесь место для Гербалайф? И каков ответ? Ответ — да. Миллионам людей нужны как раз те продукты, что в ваших руках. Как раз там, где вы живете, на восточном побережье США, миллионам людей нужны ваши продукты. Итак, сначала мы помогаем людям понять, что им нужно. Вы должны сказать своим друзьям: если вы сами не задумывались о том, чтобы сбросить пару фунтов, то я советовал бы это сделать, и сейчас объясню почему. А дальше рассказывайте им о том, какие опасности таит в себе лишний вес. Итак, мы помогаем им понять, что им нужно. Затем мы помогаем им найти ответы. Мы делимся с ними продуктами Гербалайф. И здесь вступает в силу философия Марка Хьюза. Во-первых, он хотел самого лучшего, самого полноценного. Гербалайф — это полноценные продукты, поэтому в ряде стран они получили название «заменитель пищи». Нельзя называть заменителем пищи то, что не является полноценным продуктом. Заменитель не может покрывать половину пищевой потребности. Он должен покрывать ее полностью. Он не может покрывать часть потребностей. Кто-то говорит: надо принимать витамины. Но одних витаминов недостаточно. Да, дополнительный прием витаминов пойдет на пользу. Но если вы хотите сбросить пару фунтов и будете использовать заменитель пищи, он должен быть полноценным. Это первое — убедить людей в том, что Гербалайф — это полноценные продукты. Они не только одни из лучших, они полноценные. Теперь, когда вы сказали им, что Гербалайф — это полноценные продукты, им остается только поверить вам на слово. Они говорят: «А можно ли тебе верить?» Если вы мне не верите, то сделайте следующее. Пойдите и сдайте продукты в лабораторию на анализ. Неважно, во сколько это обойдется. После того, как их изучат в лаборатории, вам придется поверить на слово тем, кто их проверял. Единственный способ убедиться — это испытать продукты самому. В противном случае придется верить кому-то на слово.
У нас за плечами 21 год истории. У нас невероятные истории по продукту. У нас безупречная репутация. И 21 год мы утверждаем, что это полноценные продукты. Если бы они таковыми не были, нас бы уже не было на рынке. Так что я советую поверить мне на слово. Это полноценные продукты. С точки зрения бизнеса вы должны им показать, что они нуждаются в финансовой возможности. Вот какие вопросы можно задать. Нашли ли вы стабильный источник финансового благополучия для вас и вашей семьи? Если еще нет, то активно ли его ищете? Нам необходимо понять, что нам нужно. Мы не знаем, какие придут финансовые трудности в этом году или в следующем году. Лучше сейчас обеспечить свою финансовую безопасность, чем рисковать и действовать на удачу. Итак, мы объяснили им, что им нужны продукты. Мы убедили их в том, что им нужна эта возможность. А затем мы показываем им ответы, которые предлагает компания в виде своих продуктов. А затем мы разъясняем им финансовые возможности. Есть самый лучший способ рассказать как о продукте, так и о бизнесе. Это история успеха. И вот что мы вас просим сделать. Во-первых, создайте собственную историю успеха по продукту. Создайте свою историю успеха в бизнесе. Не только для того, чтобы ее рассказывать самому, но и для того, чтобы добавить еще одну историю в копилку историй успеха Гербалайф. А теперь внимание. Создание истории требует труда. Всегда нужно работать сверхурочно, независимо от оплаты. Этой философии меня научил мой отец. Всегда нужно работать сверхурочно, независимо от оплаты. И вот что он еще говорил. Это твои инвестиции в будущее. Даже если вы наемный работник и выполняете сверхурочную работу, это делает вас ценным работником, которого стоит продвигать, которого стоит повышать в должности, который важен для рынка, а особенно в Гербалайф, если вы работаете сверхурочно. Вот первый вид работы – развитие сети контактов. Сделайте так, чтобы телефон не умолкал. Вы все уже через это прошли, через флаеры и объявления, личные контакты, сумейте заинтересовать их. Теперь номер 2. Сделать так, чтобы они купили. После того, как они купили продукты, у вас уже есть деньги, но это не конец работы. Теперь нужно инвестировать свое время в то, чтобы помочь людям использовать продукты. Таким образом, вы будете строить свою историю успеха. То время, что вы вкладываете сейчас, принесет дивиденды позже. То время, что вы вкладываете, чтобы помочь людям использовать продукт, может не принести дивиденды в первый же день, до тех пор, пока вы не убедите их купить еще продукты. Как только у вас появился клиент Гербалайф, вы можете ему сказать, а почему бы тебе не попробовать еще и шампунь Гербалайф? Так что заговорить о еще одном продукте очень просто. Не теряйте из виду клиентов. Когда вы создаете свою историю, вы можете продать им еще и еще продукты. Продукты, которые люди все равно используют. Они могут использовать продукты компаний вместо продуктов других марок. Вот причина, по которой надо работать сверхурочно, пока вы создаете свою историю. Некоторые клиенты очень упрямы. Трудно объяснить им, что продукты надо продолжать употреблять. Вы звоните Мэри и спрашиваете ее: «Мэри, ты пользуешься продуктом?» Она говорит: «На меня он не действует». Вы говорите: «Нет, действует». Она говорит: «Я сейчас стою на весах и вижу, что я не худею». А вы должны сказать: «Мэри, продукт не работает, пока ты стоишь на весах. Как только ты с них сойдешь, он начнет работать». Все, что угодно, только чтобы она продолжала использовать продукты.
Вот это немножко печально. Требует много времени и усилий. Есть такая поговорка: чем больше ты страдал, тем величественнее твоя история. Это верно и для дистрибьютора. Кому-то надо, чтобы вы привезли продукты в полночь. Вы с таким уже сталкивались, верно? Развитие дистрибьютора – это трудная работа, и развитие клиента – это трудная работа. Запишите себе, за эту работу вы получите много денег. Одни только продажи продукта дадут вам заработать на жизнь. А если вы создадите историю, то станете богаты. Ключ к богатству во внеурочной работе. Учить людей пользоваться продуктом, создавать свою историю, привлекать людей в бизнес – помогать им до достижения успеха. Итак, мы поговорили о силе слова, о том, как показать людям, что им нужно, и помочь увидеть решение. Есть еще два важных аспекта общения. Первое – дать людям посмотреть на себя со стороны. На ошибки, которые они совершили в прошлом. Они не заботились о своем здоровье. Теперь у них избыточный вес. Мы должны помочь людям увидеть себя такими, какие они есть. Но чудо общения в том, чтобы помочь людям увидеть себя лучше, чем они есть на самом деле. Словами мы можем увести людей в прошлое и посмотреть на их ошибки. Словами мы можем нарисовать картинку будущего и рассказать, что их может ожидать. У моего первого учителя был настоящий дар в этой области. Когда я, рассуждая, допускал ошибки, он быстро мне на них указывал. Он спросил меня, почему я не был успешен до встречи с ним, и я сказал ему. Я показал ему мою заработную плату и сказал, это все, что платит компания, поэтому я и не успешен. А он исправил меня и сказал, нет, это все, что компания платит тебе. Он сказал, разве компания не платит в 2, 3, 4 раза больше другим людям? И я ответил, да. И тогда он сказал, это не все, что платит компания. Это все, что компания платит тебе. Я об этом никогда раньше не задумывался. И тогда он сказал, если ты хочешь удвоить или утроить эту сумму, не стоит ли тебе удвоить или утроить твою ценность? Я сказал, да, наверняка. Он сказал, вот над этим и надо работать. Надо работать не на компанию, надо работать над собой. Он словом указал мне на ошибки моей философии. Я был уверен, что мой доход определяется уровнем экономики, а узнал, что он определяется моей философией. Вот в чем секрет общения. Сделать так, чтобы люди увидели, что они лучше, чем они есть на самом деле. Увидеть себя успешными. Дать им посмотреть на себя со стороны, и они привыкнут видеть себя такими. Мне говорят, я не могу представить себя членом команды президента. И я сказал, вам нужны другие очки. Вам нужны мои очки, очки члена команды президентов. И если я одолжил бы вам эти очки, и вы бы их надели, то вы бы сказали, да, я член команды президентов. Именно в этом мы и помогаем людям. Даем им посмотреть на себя другими глазами. Они берут на прокат наши очки и видят через них свой грядущий успех. Они видят свою финансовую независимость. Они видят, что у них будет большая организация. Они видят это вашими глазами. Вот почему мы используем историю успеха со всего света. Истории людей, которые начинали с малого, но достигли многого.
Меня спрашивали, почему именно Гербалайф? И я хочу дать небольшой список ответов, почему именно Гербалайф стал такой знаковой компанией за последние 15 лет. Несколько лет ушло на планирование, на создание продуктов. Тогда я встретил Марка, Дика Маркони и других тех, кто помог Марку создать продукты Гербалайф. Это было уже 17 лет назад. Почему за эти 17 лет компания заняла такое положение? На голову выше всех конкурентов в этой сфере. И создал одну из самых заметных историй успеха в бизнесе 20 века. Как мы этого добились? Сейчас я вам расскажу. Номер один – это лидерство. Пока кто-то не сделает шаг вперед, ничего не изменится. У вас может быть самый лучший продукт и самый благоприятный рынок. Вы можете печатать самую лучшую литературу, но если никто не поведет людей за собой, то продукты будут пылиться на полке, а маркетинговый план будет просто набором цифр, забытым на полочке в шкафу. Но если появится человек, у которого есть продукт, есть маркетинговый план и есть идея, и он сделает шаг вперед и поведет за собой людей, тогда и случится то, что мы здесь видим. Больше всего на свете я горжусь Марком Хьюзом, основателем Гербалайф. Он сделал огромное дело. Кто-то должен захотеть сделать шаг вперед, а не только воспользоваться возможностью, но и взять на себя ответственность. И Марк несет на себе груз ответственности последние 17 лет с большим достоинством, чем руководители большинства компаний в мире. Он самый смелый из знакомых мне руководителей. Я не знаком со всеми, но из тех руководителей, что мне знакомы, Марк самый смелый, самый достойный, самый обученный, самый мощный лидер – это Марк Хьюз. Это первое. Затем, конечно, Марк не мог создать такое в одиночку. Не так давно Марк понял, что для открытия всех стран мира ему понадобится помощь. И он обратился к членам команды президентов. И он сказал им: «Я хочу, чтобы время от времени вы отрывали время от общения с семьей. Сделайте так, чтобы в вашей стране бизнес работал, и вы сможете поехать в другую страну». И за последние 2,5 года был невероятный подъем людей, которые загорелись идеей в результате того, что члены команды ездят по свету. Они на время оставляют свои семьи, свои организации, покупают авиабилеты, и из Австралии кто-то летит в Италию, кто-то из Италии летит в США, а из Испании кто-то едет в Южную Америку. Это был самый невероятный отклик на обращение за всю мою историю в бизнесе за последние 40 лет. И я снимаю шляпу перед теми, кто протянул руку помощи Марку Хьюзу, перед членами команды президентов. Я горжусь вами. Какую вы сделали работу? Я уверен, будут написаны книги. Одна из них о мечте и видении Марка Хьюза, но также и про тех, кто откликнулся на зов. Про членов команды президентов, которые сидят сейчас передо мной в первом ряду. Я так горжусь вами. Многие из вас стали моими близкими друзьями. Вы стали частью моей семьи. Это самое невероятное, что со мной когда-либо происходило. Я из очень маленькой семьи, состоящей из одного человека. Я самый красивый и самый некрасивый. Я самый младший и самый старший. Я самый лучший и самый худший. Я единственный ребенок в семье. Но когда я пришел 9 лет назад, и Марк пригласил меня в команду, я спросил дистрибьюторов, могут ли они усыновить меня, так как я был один-одинешенек, без братьев и сестер. Угадайте, что они сделали? Они сказали: мы станем вашими братьями и сестрами. Добро пожаловать в семью Гербалайф.
Для меня это был особенный день. Итак, первое, чтобы построить компанию, нужно быть лидером. Второе – это продукты. Какая у нас была ретроспектива истории здоровья и правильного питания, и продуктам, благодаря которым появились эти невероятные истории за последние 15 лет. Теперь миллионы людей пользуются этими продуктами. Самое лучшее. Марк сказал, нам надо только самое лучшее. Какая потрясающая история. 15 лет несравненного качества. Все самое лучшее. Конечно, самое лучшее доказательство ценности продуктов – это истории. Мы слышим одну историю, но не забывайте, что есть еще тысячи, которые мы не слышим. На каждую историю, которую мы слышим, приходятся тысячи историй, которые мы не услышим. Поэтому, когда вы слышите историю, постарайтесь взглянуть на нее по-другому. Представьте себе еще тысячи и десятки тысяч историй, которые работают на то, чтобы Гербалайф был тем, чем он является сейчас. И неважно, опубликована эта история в журнале или нет. Продукт – это второе. Третье – маркетинг. Я в бизнесе уже 35-40 лет очень активно работаю. И я никогда не видел более щедрую компанию, чем Гербалайф. Я утверждаю, что ничего подобного нет. Но верх щедрости Гербалайф вы увидите сегодня на этой сцене, когда миллионы долларов будут вручены тем, кто заслужил их, распространяя Гербалайф по миру. Я с нетерпением жду очередного доказательства щедрости компании прямо на этой сцене. Это будет невероятно. И если кто-то спросит вас, как платят в Гербалайф, я уверен, что после сегодняшнего дня вы скажете, жаль, что вас не было в Атланте, штат Джорджия, в январе 1995-го, когда все лучшие дистрибьюторы Гербалайф получили самые невероятные в мире бонусы. Я счастлив, что вы здесь и что вы это увидите. Впитайте это и увезите домой истории. Постарайтесь поговорить с теми, кто сегодня окажется на сцене. Это будет невероятный опыт. Вот еще одна причина, по которой Гербалайф так успешен на протяжении последних 15-16 лет. Марк Хьюз знал, что ему не сделать эту работу одному. Марк знал, что он может привезти продукт своей бабушке, но он не мог привезти продукт всем бабушкам на свете. Он знал, что может обеспечить продуктом свою семью, но не все семьи на свете. Тогда Марк сказал, мне нужна помощь. Вместо того, чтобы давать рекламу в газетах, на радио и телевидении, я отдам деньги тем людям, которые мне помогут. Тогда Марк разработал эту потрясающую маркетинговую концепцию и пригласил людей в бизнес. А я пришел, когда компании было всего несколько месяцев от роду. Это была первая большая встреча, и я смотрел на Джерри Цветанович, на Дуга Станца и на других, кто откликнулись на зов Марка, и кому он сказал, помогите мне воплотить мою мечту, и я вознагражу вас. Обещания были даны давно. Марк обещал Джерри и Дугу, что если они будут рядом с ним, то он поможет им во всем и научит их всему, что он знает. Они пообещали, что если Марк будет обучать и вдохновлять их, будет им уделять внимание, они будут работать и следовать его указаниям. Они будут стараться изо всех сил. Самое потрясающее, что эти обещания, данные 15 лет назад, действуют и по сей день. Марк дает обещание вам и мне, что он будет расти, что он будет учиться, что он будет передавать нам свой бесценный опыт и что он пройдет весь путь с нами. И все те, кто приехал на эту экстраваганзу, тем самым доказали, что вы тоже обещаете Марку, что вы будете учиться, и будете расти, и будете помогать ему приносить продукты компании в жизни миллионов людей, когда вы выйдете с этого стадиона в Атланте.
И я хочу прожить еще много лет, чтобы увидеть, как эти обещания обретают плоть, когда мы вернемся в наши страны, в наши города и села, и снова пойдем по улицам, будем звонить по телефону, проводить встречи, общаться с людьми. Теперь все будет просто невероятно. Вот как это будет после того, как все собравшиеся вернутся домой. Будьте уверены, ваш город полностью изменится. Ваша семья изменится. Ваши встречи изменятся после этого невероятного события. Будьте уверены, что вы теперь по-другому будете говорить с клиентами. Когда вы будете проводить тренинг, он будет не похож на тренинги, которые вы проводили раньше. После этой экстраваганзы все будет по-другому. Я очень хочу увидеть, как это случится. Невероятно! Дистрибьюторы – это те, благодаря кому существует Herbalife. Дистрибьюторы, которые рассказывают истории успеха. Дистрибьюторы, которые проводят встречи. Дистрибьюторы, которые несут продукт на рынок. Я больше всего на свете горжусь вами. Вашими историями успеха, продуктами, которые вы продали, тем временем, которое вы вложили в ваш непростой труд, когда все вокруг вас говорили вам, что вы ненормальные, или что на вас это не подействует, или с чего ты вообще решил, что ты можешь быть успешным. Да, Herbalife обещает богатство, но ты-то тут при чем? Все собравшиеся в этом зале продолжали работать, несмотря ни на что. При плохой погоде и в долгие зимние ночи, когда все от вас отворачивались, вы все равно шли и работали. Поверьте мне, магия Herbalife в том, что вы сидите здесь, в этом зале. И я хочу вас поздравить с этим. Вы всего добились своими руками, своим голосом. Вы всего добились своим словом. Вы сделали так, что мечта стала реальностью, и люди смогли понять и увидеть ее. И смогли действовать во имя этой мечты. Это ваша роль. Вот 4 причины, по которым Herbalife так успешен. Лидерство, продукт, маркетинг, а также руки и слово дистрибьюторов, которые несут продукты Herbalife на рынок. Уникальная история Herbalife – это история философии. Философии Марка Хьюза. Тот, кто выполняет работу, должен получать оплату вне зависимости от обстоятельств или от других факторов. Тот, кто работает, если работает подросток, он получает плату. Работает пенсионер, он получает плату. Домохозяйка с детьми работает, она получает плату. Никакой дискриминации, вне зависимости от национальности или от религии, неважно, кто вы, какого цвета кожи, это не важно. Кто работает, тот и получает оплату. Вот философия Марка. Она уникальна. Философия Марка – это искренность. В каждом человеке есть задатки. Задатки у всех одинаковые, и неизвестно, у кого они разовьются. Поэтому, во-первых, будьте всегда искренни. Старайтесь изо всех сил. Третье – всегда рассказывайте историю полностью. Дайте людям шанс. Вот такая философия. Невероятная. Дальше. Уникальная история Herbalife – это история уникальной репутации. Herbalife начался как маленькая компания, но он стабильно рос и развивался. Стоило ли Марку рисковать своими деньгами, быть безрассудным? Мог ли он прокрутить деньги и затем исчезнуть? Что будет с репутацией компании, когда ей будет 20 лет? Теперь это очевидно всему миру. Теперь это очевидно не только дистрибьюторам, но и тем, кто смотрит со стороны, обществу, городу и целым штатам, которые видели, как наши дистрибьюторы строят свой волшебный мир вместе с клиентами, другими дистрибьюторами, строят организации, а затем возвращаются и помогают обществу и стране, в которой они живут. Марк указывает нам путь. Он помогает детям, жертвует миллиарды на различные проекты фонда семьи. Это репутация, которая создавалась годами. Репутации компании заботливой, компании с большим будущим, компании с большим влиянием. Отчасти репутация обеспечивается той индустрией, в
которой мы работаем, здоровье и питание. Другая часть, конечно, связана с сетевым маркетингом. Разработка стандартов на будущее, по которым будут работать другие компании. Уникальная история достоинства. Марк подает нам пример достойного поведения, а не истерического поведения. Ничего выходящего за рамки, просто достойная и искренняя, но уникальная презентация. Все ясно, как только вы видите Марка. Один из элементов его харизмы – это абсолютная искренность, искреннее сочувствие. Умение искренне заботиться о том, что происходит с другими людьми. Искреннее желание служить. Немного смирения. Вот что помогает создать классическую историю успеха лидера – достоинство. Уникальность истории успеха Гербалайф в том, что она уже вошла в историю. Это будет еще очевиднее на рубеже наступающего века, когда будут подводиться итоги уходящего 20-го столетия. Уже есть фильмы и передачи на телевидении об этом невероятном веке, 20 веке, таком беспокойном веке Великих войн и таком беспокойном даже сейчас в ряде уголков планеты. Часть этого века ознаменовалась диктатурами, которые уже почти ушли в прошлое. Это был интересный век. Мой отец родился в 1903-м. Я надеялся, что он доживет до следующего столетия, потому что это было бы впечатляюще – быть 97-летним в 21 веке. Как бы то ни было, место в истории. И если мы оглянемся на этот век, бизнес, социальная сфера, политика, личная сфера, общество, нации, общая динамика, Гербалайф уготовано необыкновенное место. Благодаря его истории, его воздействию на людей, его вкладу в промышленность и тому влиянию на людей, которые стали лидерами не только в компании, но и в обществе, в религии, в политике и прочих сферах. Необыкновенная история. Часть ее станет путеводной звездой будущего. История успеха Гербалайф. Если вы хотите работать правильно, обратитесь к примеру Гербалайф. Как все начиналось, с какой искренностью запускался этот проект. Человек, который развил в себе столько навыков, чтобы проект развивался. Он учился всему, что требовалось. Он делал все, что нужно. Он покупал все, что требовалось. Он создавал все, что было необходимо. Он привлекал всех, кто был ему нужен. Это невероятная история. Какое это важное место в истории, Гербалайф существует как ролевая модель. Если вы хотите добиться успеха в сетевом маркетинге, если вы хотите добиться успеха в индустрии здоровья и питания, если вы хотите научиться благодарить тех, кто участвует в вашем бизнесе, вот как это надо делать. Это пример на все времена. Этот век заканчивается, начинается следующий. И в следующем веке примером для подражания будет Гербалайф. Но у нас впереди еще много лет, поэтому нам тоже есть место среди тех, кто будет примером для подражания в 21 веке. Я рад, что вы часть этой философии. Философия Марка. Философия Марка Хьюза. Я хочу остановиться на 3 аспектах философии Марка, которые помогли нам добиться такого успеха. Первое – это избранная им маркетинговая концепция. Марк мог продавать продукты Гербалайф в магазине, рекламировать их по телевидению. И он мог бы продавать продукты и таким путем, с историями по телевидению. Но философия маркетинга, которую избрал Марк, это важно отметить, из рук в руки, а не продажа через магазин. Почему он так сделал? Он знал, что если человек покупает продукт в магазине, никто не отслеживает его результат и не следит, использует ли он продукты. Он знал, что лучший способ научить человека использовать продукт – это от человека к человеку. Тот, кто уже использует продукты, учит другого человека использовать их. Если же вы учитесь маркетингу от человека к человеку,
то вы приобретаете потрясающее умение на всю жизнь. Маркетинг от человека к человеку. Это шанс разбогатеть. Вот в чем сила маркетинговой концепции Гербалайф. Прямо или косвенно вы окажете положительное влияние на жизнь сотен людей. Кто-то из вас окажет положительное влияние на жизнь сотен людей, используя метод Гербалайф прямо или косвенно. Косвенно означает, что вы меняете жизнь одного человека, а он – жизнь 10 человек. Вы влияете на них, они влияют на десятки. Хотя на самом деле жизнь этих десятков поменяли вы, поменяв жизнь того одного, что поменял жизнь десятков. Вот что мы называем косвенным влиянием. Кто-то из вас, используя метод Гербалайф от человека к человеку, прямо или косвенно изменит жизни тысяч людей. Кто-то из дистрибьюторов, используя этот метод маркетинга, влияет на жизни десятков тысяч людей. Марк, лично использующий эту маркетинговую концепцию, прямо или косвенно изменил жизни миллионов людей. Вот в чем сила маркетингового метода от человека к человеку. Изменить жизнь миллионов людей к лучшему. Это невероятно, как он использовал мощь этой маркетинговой технологии. Вот следующий элемент философии Марка. Кто работает, тот и зарабатывает. Вот подросток, он только начинает работать. Но если он работает, то он и зарабатывает. Вы, по-моему, были самым молодым членом команды миллионеров. 18. 18. Вот обратите внимание, возраст абсолютно не важен. Куда бы вы ни пошли наниматься на работу, возраст будет важен. Если вы слишком молоды, вам скажут, вам здесь работать нельзя. Если вы в возрасте, вам могут сказать, вам здесь работать нельзя, вы слишком старый. Слишком старый, слишком молодой. В Гербалайф возраст не имеет значения. Следующее. Образование также не имеет значения. Многие рабочие места будут для вас закрыты, если у вас не закончены старшие классы школы. А здесь образование не имеет значения, и возраст не важен. Далее, материальное положение не играет роли. У вас может быть очень скромное финансовое положение. Знаете, начать с нуля. Марк говорит, добро пожаловать в Гербалайф, я сам так начинал. Итак, финансовое положение и образование не играют роли. Возраст не важен. Дальше одинаковые возможности для мужчин и женщин. Многие женщины ищут возможности работать наравне с мужчинами. Гербалайф предлагает такую возможность. Если вы работаете, вы зарабатываете. Итак, вот философия Марка. Кто работает, тот и зарабатывает. Есть еще несколько положений из философии Марка, с которыми вы познакомитесь. Вот еще два. Первое. У каждого дистрибьютора должно быть как можно больше клиентов. Это закладывает базу успеха в Гербалайф. Следующий клиент может стать одним из представителей Chairman's Club. Сколько клиентов нужно, чтобы у вас было 16 членов команды Chairman's Club? Ответ – миллионы. Сколько нужно клиентов, чтобы их было 16? Миллионы. Итак, одна из важнейших целей – как можно больше клиентов у каждого дистрибьютора. Если начнет меняться количество клиентов у каждого дистрибьютора, то все полностью поменяется.
Чтобы сделать 3 миллиарда, нам нужна вот такая клиентская база. Чтобы сделать 4 миллиарда, чтобы сделать 5 миллиардов, мне надо еще 2 руки. Клиентская база – это основание. Как можно больше на каждого дистрибьютора. Дальше философия Марка. Как можно больше дистрибьюторов, делающих организационный объем супервайзера. Если у супервайзера только один дистрибьютор, он скоро уйдет из бизнеса. Не страшно, если объем супервайзера делает один дистрибьютор. Но не у каждого супервайзера. Это нормально, но не для всех. Потому что потом у него будут большие объемы продаж, но не будет людей, а будущее вашего состояния не в объемах продаж, а в людях. Вы создаете не объемы продаж, вы создаете людей. Вот самое лучшее. 4 человека, каждый делает по 1000 очков, что представляет собой супервайзерский объем. 4 человека делают по 1000 очков, чтобы сделать объем супервайзера. А вот еще лучше. 10 дистрибьюторов делают по 400 очков, что представляет собой супервайзерский объем. Так ваше будущее обеспечено, так как у вас 10 дистрибьюторов, которые делают супервайзерский объем. Будущее не в объеме, оно в людях. Маркетинговая система, выбранная Марком, предлагает объяснение тому, почему мы продаем продукты Herbalife именно таким образом. Вот упрощенная схема маркетинговой системы от человека к человеку. Это самая мощная система. Марк знал, что продукты можно было бы продавать в магазине и рекламировать на телевидении, и в газетах, в журналах, и с использованием различных рекламных средств. Но Марк знал, что если продукты Herbalife будут в магазине и кто-то их купит, то никто потом не будет отслеживать результат. Марк сказал, что так не должно случиться. Продажа продуктов Herbalife не была основной целью Марка. Вам это покажется парадоксальным, но это правда. Продажа продуктов не была основной целью Марка. Вот основная цель Марка – сделать так, чтобы человек использовал продукты Herbalife. Марк не продавал продукт своей бабушке, когда она заинтересовалась продуктами. Он дарил ей продукты, так как он хотел, чтобы она пользовалась продуктами. Она пользовалась продуктами Herbalife. Это была одна из первых историй. Благодаря ей у Марка появилось много клиентов, и так началась история компании. Мне бы хотелось, чтобы вы записали, что конечная цель – это не продажа продуктов, а то, чтобы люди пользовались этими продуктами, так как с этим связан мощнейший инструмент вашего бизнеса. Это истории. Люди, которые пользуются продуктами Herbalife и получают результат. Люди пользуются продуктом, и их здоровье улучшается. Люди пользуются продуктом и уверены в том, что в их распоряжении система сбалансированного питания для современной, полной стрессов жизни и для будущего. Итак, Марк выбрал метод маркетинга от человека к человеку. Самый лучший способ оценить продукты Herbalife – это услышать историю человека, который уже пользуется продуктами. Если человек пользуется продуктами, значит, он получил результат. Теперь он может рассказывать свою историю. И это самая важная история. Тебе надо попробовать эти продукты, потому что я ими пользуюсь. У меня потрясающий результат благодаря Herbalife. Тебе надо попробовать. Попробуй. Это действеннее любого рекламного объявления. Это действеннее телевидения, журналов, до чего угодно. Herbalife продается от человека к человеку. Надо только научиться 2 вещам – быть хорошим дистрибьютором и хорошо проводить презентацию продуктов. Запишите вот эти 2 навыка. Первое.
Если на вас произвели впечатление истории, если на вас произвели впечатление истории, которые вы слышали от людей, которые пользуются продуктами Herbalife, и вы даже от удивления вымолвили: если все эти истории правда, мне надо позвонить моим знакомым и узнать, пользуются ли они продуктами Herbalife, и неважно, стану я сам дистрибьютором или нет. Если вас настолько поразили истории, то вы станете отличным дистрибьютором Herbalife. Истории настолько впечатлили вас, что вы готовы были сказать: если эти истории правда, то мне надо сделать пару звонков. Мне надо позвонить друзьям и знакомым и рассказать им о продуктах Herbalife, если эти истории – это правда. И неважно, стану ли я сам дистрибьютором. Если такова была ваша реакция, если вас настолько поразили истории, и вы все еще под впечатлением от тех историй, что вы услышали некоторое время назад, то вы будете потрясающим дистрибьютором. Есть еще одно качество, необходимое хорошему дистрибьютору – желание работать, желание потратить часть своего времени. Я знаю, что некоторые из вас в Herbalife на частичной занятости. Herbalife будет для вас подспорьем, вам не нужно переходить на полную занятость. Вы можете быть на частичной занятости, так как историю можно рассказать быстро. Перед работой, в обеденный перерыв, после работы, на выходных. Даже если вы на полной занятости на основной работе, все равно у вас достаточно времени, чтобы рассказать историю о продуктах Herbalife. У вас достаточно времени, чтобы рассказать о возможностях бизнеса Herbalife. Вы только должны стараться использовать каждую свободную минуту, чтобы рассказать историю. Если вы готовы работать и использовать для этого свое свободное время до тех пор, пока вы не сможете заниматься этим на полной занятости. Если вы готовы работать в свое свободное время, и вы под впечатлением от историй и результатов, которые получают с продуктами Herbalife, то вы будете великолепным дистрибьютором. Вот и все, что нужно. Не нужно большого капиталовложения, не нужно много денег. Можно начать с того, что у вас есть. Если вы боитесь, мы расскажем, как начинают испуганные люди. Мы покажем, как сунуть брошюру и быстро убежать. Но мы также научим, что на брошюре надо написать свой телефонный номер. Человек приходит вечером домой и говорит жене: «Марта, взрослый человек сунул мне эту брошюру в руку и убежал». А она скажет: «Как интересно, а что в этой брошюре?» Он скажет: «Я не знаю, я ее не открывал». Она скажет: «Давай посмотрим». Они читают истории и говорят: «Давай позвоним этому человеку». Они звонят и спрашивают: «Билл, это ты убежал?» А он скажет: «Да, просто я новичок. Я в восторге от продукта и бизнеса, но я боюсь до смерти. Да, это я убежал». И они скажут: «Приходи к нам и расскажи нам про продукты Herbalife и про бизнес». Так что неважно, где вы находитесь, неважно, кто вы, неважен ваш возраст, неважно, что вы человек с ограниченными возможностями, Herbalife – это ваш шанс, потому что можно начать прямо там, где вы находитесь. То, что мы знаем, и то, чему нас учат, влияет на нас, равно как и на наши решения. То, что мы знаем, и то, чему нас учат, влияет на нас, равно как и на наши решения. Интересная вещь – принятие решений. Не принять решение – это тоже решение. Люди не принимают решение пополнеть. Они просто полнеют. Они просто не принимают решение как-то бороться с этой проблемой. Это тоже решение. Если вы спешите на самолет и говорите: «Я не знаю, успею я на самолет или не успею», то когда самолет улетит, вы уже приняли решение. Вы не успели на самолет. Таким образом, те решения, которые мы не принимаем, столь же существенны и влияют на нас так же, как и те решения, которые мы принимаем. Поэтому не принять решение – это тоже решение. На данный момент итогом нашей жизни является сумма решений, принятых нами в прошлом. Для того, чтобы изменить будущее, нужно только начать изменять эти решения.
Если кто-то постоянно присматривается к новым возможностям, это важное решение. А если вы можете помочь кому-либо принять решение, например, если вы активно не ищете, то мой самый лучший совет – это совет, который дали мне. Продолжайте искать, пока не найдете. Каждую неделю ищите, ищите, ищите. Есть такая древняя поговорка: кто ищет, тот всегда найдет. Древняя поговорка гласит: если ты хочешь, чтобы дверь отворилась, надо постучать. Эта дверь не открывается. Эта дверь не открывается. Эта дверь не открывается. Когда вы разговариваете с людьми, это все равно, как стучаться в двери. Есть кто-нибудь дома? Но если продолжать стучать, то дверь откроется. Но если продолжать стучать, то и другая дверь откроется. Если вы решите искать, если вы решите начать, это очень важное решение. Важнее, кем вы станете, а не что вы от этого получите. Мне в этой связи вспоминается одна ассоциация, особенно теперь, в моем возрасте. Когда мои одноклассники удивляются, что я все еще не на пенсии и не где-нибудь встречаюсь с ними на пляже. Я иногда звоню друзьям, когда я в Корее, или ЮАР, или во Владивостоке в России, или еще где-нибудь на другом конце света. Для них это странно. Во-первых, что я еще работаю, да еще в каких-то отдаленных странах. Но для меня это необыкновенная жизнь. Марк привел меня к мысли о том, что я могу развить дополнительные навыки и отточить мою философию и умение общаться и приносить пользу. Для меня эти 13 с чем-то лет были просто невероятными. И очень увлекательно наблюдать за Марком. Но не менее занимательно наблюдать за людьми, которых привлек продукт, которых привлек бизнес. И у меня есть возможность ездить по миру и встречаться с огромным количеством людей и слушать их истории. Я посещаю множество встреч и семинаров, в том числе экстраваганзы и каникулы лидеров и так далее. Но у меня есть возможность ездить из города в город, куда, возможно, не доходит экстраваганза. И я встречаюсь с невероятными людьми и слышу потрясающие истории. Не только истории об улучшении здоровья от использования продукта, но истории о том, как начинали с нуля и чего достигли. Истории о том, какие были ничтожные стартовые средства, но сколько было желания и рвения к работе, уверенности, смекалки и других человеческих ценностей, которые выше денег. Если взять немного денег и много воодушевления, сердце, душу, смекалку, внимание, отдачу и смешать все это с невероятными продуктами Herbalife и маркетинг-планом, позволяющим работать по всему миру, начать с нуля и подняться наверх, это идеальная формула успеха. Помочь другим изменить жизнь и добиться успеха, и прожить динамичную, необычную жизнь. В 25 лет мне не хватало денег на жизнь. Я разочаровал свою семью и не знал, что дальше делать. Мне посчастливилось встретить богатого человека по имени Шоуф, Эрл Шоуф. Мне повезло, он пригласил меня поработать с ним. И следующие 5 лет я работал на него. К несчастью, он скончался в возрасте 49 лет. Но это были 5 самых необычных лет моей жизни. Он полюбил меня настолько, что тратил свое время на то, чтобы объяснить мне, как измениться, научить меня расти. Вот тогда я в первый раз услышал слова, благодаря которым я впоследствии стал знаменит. Если ты хочешь, чтобы что-то изменилось, сначала изменись сам. Я это услышал в 25. Этот человек оказал такое влияние на мою жизнь. Изменился мой доход, мой банковский счет, изменилось мое будущее. Во мне будто произошла революция за те 5 лет. Мне бы хотелось, чтобы он дожил до наших дней. Я бы горячо поблагодарил его за то, что я сегодня здесь, за то, что провожу эти выходные с вами. Давайте начнем. Во-первых, нам платят за то, что мы несем на рынок ценности.
Нам нужно не только уметь это самим, но и научить наших детей. Они должны знать, что есть экономические системы, которые работают. Нам платят за то, что мы несем на рынок ценности. На это, конечно, требуется время. Нужно время на то, чтобы на рынке появились ценности. За время нам никто не платит. Кто-то может сказать: «Я зарабатываю $10 в час», и будет неправ. Если бы это было так, можно было бы сидеть дома и получать деньги на дом. Это не так. Мы получаем деньги не за время. Мы получаем деньги за ценности, которые мы несем на рынок. Раз это так, то вот вам вопрос дня. Можно ли стать в 2 раза ценнее для рынка и заработать в 2 раза больше денег? Ответ – конечно. Можно ли стать в 3 раза ценнее для рынка и заработать в 3 раза больше денег? Ответ – конечно. Можно ли стать в 5 раз ценнее, а это как раз ваш случай, и зарабатывать в 5 раз больше денег? Возможно ли это? Конечно, возможно стать в 10 раз ценнее, чем вы есть сейчас для рынка, и зарабатывать в 10 раз больше. Это возможно? Конечно. Именно так и росли доходы лет 13 назад таких людей, как Джерри. У кого-то 11-12 лет назад, у кого-то и не так давно, 4, 5, 6 лет назад. Доход в $1 миллион и более. Я сейчас рассказываю вам, откуда возникают такие доходы. Во-первых, это люди, которые поняли веяние рынка, поняли спрос рынка. Гербалайф был лучшим предложением, а потом они поняли, что для того, чтобы воспользоваться возможностью, не только Марк должен работать над созданием ценности компании, но и они сами должны становиться более ценными для рынка, чтобы зарабатывать больше. Если вы начали с нуля, это не значит, что вы там и остановитесь. Запишите это. Вот для чего нужна эта лестница успеха. Вот почему Гербалайф предлагает шкалу скидок, начиная с 25%. Но если вы начали с 25%, то вы вовсе не обязаны с этой скидкой оставаться. Вам просто надо расти. С чему кому-то на рынке труда начнут платить $50 в час? Естественно, если кто-то стал получать $50 в час, это однозначно означает, что он стал более ценным. А что, если кто-то стал получать $500 в час? Естественно, и обратите на это внимание, это абсолютно естественно. Если человеку платят больше, чем всем остальным, это, естественно, означает, что он ценнее. В прошлом году в США максимальный доход составил 80 миллионов. Почему компания платит какому-то человеку 80 миллионов в год? Ответ – естественно. Так? Хорошее слово, правда? Естественно. Этот человек должен быть очень ценным. Больше работайте над собой, чем на своей работе. Больше внимания уделяйте работе над собой, чем своему бизнесу. Найдите возможность увеличить свою ценность для рынка, и ваш доход начнет стремительно меняться. До этого я надеялся на изменения в экономике. Я надеялся на изменения в моей компании. Я надеялся на изменения зарплаты. Я надеялся на то, что изменятся обстоятельства. И вот что я узнал. Ничего не изменится. Тогда у меня возник вопрос. Если это все не меняется, то как вообще можно изменить мою жизнь? И вот чему научил меня мой учитель. Когда вы меняетесь, то меняется все вокруг вас. Когда вы становитесь лучше, все меняется к лучшему. Вот откуда эта фраза. Если ты хочешь, чтобы все изменилось, изменись сам. Вам не надо менять рынок, вам не надо менять маркетинговый план, вам не надо менять экономику, вам не надо менять страны, вам не надо менять обстоятельства.
Вам только надо обратиться к самому себе и посмотреть, что вы можете в себе поменять к лучшему. И когда вы изменитесь, вы увидите, как меняется все вокруг. Давайте поговорим, как поднять свою ценность на рынке. Первое. Нести на рынок ценный товар. Нести на рынок ценный товар. Самое потрясающее в Гербалайф – это то, что как только вы услышали историю или у вас появился свой результат, вы можете нести истории и результаты на рынок. Задолго до того, как вы выработаете навыки, вы можете продавать продукты и истории успеха, и это крайне ценно для рынка. Как только вы услышали историю и поверили в нее, у вас уже есть ценность. Надо позвонить и передать ее еще кому-нибудь. Вы уже принесли ценность на рынок. Второе. Будьте ценным для рынка. Звоните по телефону. Носите значок. Раздавайте брошюры. Вручите простое приглашение на встречу, где расскажете свою историю. Будь ценным для рынка. Номер 3. Необходимо стать ценным для рынка. Сейчас мы можем нести на рынок ценный товар. Прямо сейчас мы уже ценны тем, что мы рассказываем нашу историю, раздаем брошюру, раздаем приглашения. Но по-настоящему большое состояние можно сделать, когда вы сами являетесь ценностью для рынка. По мере того, как растет бизнес, растете вы сами. Появляются новые возможности, и вы растете. Вы становитесь сильнее, лучше и мудрее. Знаете, почему многие люди не преуспевают? Потому что они тратят время на пустяки. Они тратят время на пустяки и слишком мало времени на стоящие вещи. И вот чему мы вас учим. Это будет полезно в том числе и детям. Не надо тратить много времени на пустяки. Мы также учим, что не надо тратить много денег на пустяки. Если мы этому не научимся с самого начала, то все может печально закончиться. Если за 10 лет человек купил 2000 пончиков и 2 книжки, то можно догадаться, почему у него плохо идут дела. Мне нравятся и пончики, и книжки. Но мне не нравится соотношение 2000 пончиков на 2 книги. Все наверняка пришли к выводу, что у этого парня дела идут кое-как. Потому что он потратил слишком много денег на пончики и слишком мало на книги, слишком много для тела и почти ничего для... А если перевернуть это соотношение, то можно узнать, что несколько навыков кардинально меняют жизнь. Вам не надо становиться специалистом в 1000 областей. Выработайте несколько навыков, и ваша ценность на рынке начнет меняться. Ваша ценность в глазах клиента, ваша ценность в глазах дистрибьютора, ваша ценность в глазах вашей организации, и все это благодаря паре навыков. Мы все должны обратить особое внимание на нашу философию, потому что нашу жизнь определяет именно наша философия. Работа мысли, способность мыслить и генерировать идеи и информацию. Это чудо, доступное человеческим существам. Это невероятный процесс. Умение использовать наш разум, мыслить, обрабатывать идеи и информацию – все это помогает нам построить философскую концепцию нашей жизни. Разные философские концепции. Политическая философская концепция, естественно, руководство для лидеров наций. Экономическая философская концепция определяет вашу экономическую безопасность. Правильная философская концепция здоровья определяет, насколько вы будете здоровы. Философская концепция работы вместе с вашей семьей определяет ваше будущее. Философия. Позвольте мне поделиться моим определением философии. Философия – это сумма наших знаний, и, во-вторых, это те решения, которые мы принимаем. Итак, сначала нам надо запастись знаниями. Затем мы должны рассортировать их и понять, что для нас ценно, а что нет, и на этом строить философскую концепцию, по которой мы будем жить.
Вам нужно будет научиться принимать решения, научиться сортировать их, что можно использовать прямо сейчас, с чем еще можно подождать, сортировать их, понимая, как можно извлечь из них пользу для себя, для своей жизни, для своего бизнеса. В рамках этого процесса и рождается наша философия. Ветер может дуть с разного направления, но наша философия помогает нам правильно поставить парус. Ветер возможностей, ветер обстоятельств, ветер политики, ветер социальной жизни. Всегда дует ветер. Вот самое главное, чему я научился. Вы не можете изменить направление ветра, но вы можете изменить набор парусов. Именно этому мы и пришли учиться сюда, научиться отточить свое мышление и философию, что поможет нам правильно выбрать паруса. И неважно, какой дует ветер. И если вам скажут, а что если будет так, а что если будет эдак, неважно. Вы выйдете отсюда, вооруженные знанием того, что неважно, какой дует ветер. Я получил информацию о том, как поставить паруса, как создать свою философскую концепцию. Это поможет мне построить мой бизнес и мою организацию, построить мою жизнь, выстроить отношения с семьей, построить крепкий брак, осознать жизненные ценности. Я владею информацией, у меня есть идеи, я разработал свою философию, я поставил парус. Пусть дует любой ветер. Ветер политики, ветер общественной жизни, ветер обстоятельств, ветер превратности судьбы, ветер темных ночей, летний ветер, зимний ветер. Поверьте мне, это не важно. Вы поставите паруса и сможете прекрасно воспользоваться любым ветром и поплывете к своей цели. Я хочу привести цитату из древней книги. Вот что она гласит. «Если ты не способен видеть, ты погибнешь, ты умрешь». Мы все должны видеть свое будущее. Мы все должны научиться глядеть наперед и видеть не только сегодняшний день или эту неделю. Будущее, целеполагание. Меня часто спрашивают, как ставить перед собой цели. Я сейчас дам вам простой рецепт целеполагания. Видение будущего. Уметь видеть не только сегодняшний день. Вот как надо определять свои цели. Решите, чего вы хотите. Поговорите с женой и решите, чего мы хотим. Поговорите с семьей и решите, чего мы хотим. Поговорите с семьей, примите решение, чего мы хотим, чего мы хотим достичь, куда мы будем двигаться, что мы хотим иметь, чем мы хотим поделиться. Но есть и то, что касается лично вас. Чего я хочу? Каким навыкам я хочу обучиться? Какой я хочу доход? Каким я вижу мое будущее? Не только для моей семьи, но и для меня тоже, потому что я играю ведущую роль в будущем моей семьи. Чего я хочу? Соберитесь вместе и решите. Второе. Запишите это. Запишите на бумаге. Иногда важно материализовать свои идеи, а не просто держать их в голове. Надо материализовать их и написать список. Составить список. Сначала принять решение, а затем просто составить список. Все это записать. Третье. Храните старые списки. Храните старые списки целей. Один из показателей личностного роста – обращение к старым спискам целей. Я смотрю на списки целей, которые я писал 10 лет назад. И, если честно, мне стыдно за некоторые вещи, которые там написаны. 10 лет назад для меня это было важно. Теперь для меня это совсем не важно. Я вырос, я изменился. Я повзрослел, а у меня есть списки целей 20-летней давности и 25-летней. Некоторые из них я никому и ни за что не покажу.
А мне это казалось таким важным. Теперь я лучше понимаю жизнь, так как мои приоритеты изменились. То, что было самым первым в моем списке, теперь для меня не играет никакой роли. Теперь мой список возглавляет другое. Итак, первое. Решите, чего вы хотите. Второе. Запишите это. Третье. Храните старые списки. А четвертое. Вычеркивайте. Когда выполнена цель, фигурирующая в списке, вычеркните ее. Когда много лет назад я в первый раз приехал в Испанию, у меня с собой был ежедневник со списком целей. Среди них была цель посетить Испанию, и ежедневник был при мне. И когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы в Мадриде, я достал список и вычеркнул эту цель. Итак, ваше поведение определяется вашим отношением к прошлому, к будущему и тем, как вы относитесь к окружающим. Вы должны, как зрелый человек, позитивно относиться к окружающим, к членам семьи, членам организации, ко всему обществу, ко всем в мире, ко всем в стране. У вас должны быть хорошие и здоровые отношения со всеми. И я объясню, почему. Вы не можете добиться успеха в одиночку. Мы нужны друг другу, чтобы наш бизнес успешно развивался. Мы нужны друг другу, чтобы наша жизнь была успешной. Вы не можете добиться успеха в одиночку. Компания не может состоять из одного человека. Такая корпорация, как Herbalife, не может состоять из одного человека. Страна не может состоять из одного человека. Симфонический оркестр не может состоять из одного человека. Общество не может состоять из одного человека. Великая нация не может состоять из одного человека. Это невозможно. В одиночестве нет гармонии. Нужен не один человек. Для того, чтобы была гармония, возможности, будущее, сила общественного коллектива и организации, поверьте мне, это зависит только от наших совместных действий. Поэтому вы должны ценить и уважать каждого. Самого последнего, самого первого. Надо научиться уважать самых младших. Надо научиться чувствовать ценность самых старших. Тех, кто приносит одни радости, и тех, от кого одни неприятности. Вы должны научиться уникальному умению ценить всех, вне зависимости от цвета кожи, типа и вида, всех людей, вне зависимости от их мечты или степени личного развития. Вы должны научиться обнимать их и ценить их, потому что они все важны. Запишите интересную мысль. Успех каждого из нас зависит от всех нас. Поэтому каждый из нас должен понимать, насколько мы все важны. В 90-е годы с нами никто не сравнится. С нашими талантами, навыками, преданностью, разными способами и путями достижения целей. Всем вместе. Послушайте меня, пора в путь. Надо двигаться быстрее. Когда закончится экстраваганза 1994 года, мы еще яснее поймем, что никому с нами не сравнится. Мы должны выйти отсюда и нести людям продукты Herbalife, нести им товар и менять жизни миллионов людей. И я хочу быть частью этого процесса. Вот еще один жизненно важный момент. Первое – это ваше отношение к прошлому. Второе – ваше отношение к будущему. Третье – это ваше отношение к окружающим. А вот четвертое –
Это ваше отношение к самому себе. Пожалуйста, с сегодняшнего дня будьте уверены в себе. Это просто. Вы приходите к логическому заключению о том, что если Марк Хьюз сумел это сделать, а он начинал с нуля, он открыл маленькую компанию и торговал с капота собственной машины, но шаг за шагом он преодолевает все препятствия. Марку было безразлично, какой дует ветер, потому что он с ранних лет научился управлять парусами. Парус вел его, и он научился укреплять его. И он пример для всех нас. Знаете, самое главное в истории Марка следующее. Если это под силу мальчишки из неблагополучного района, это под силу каждому. С учетом его прошлого и обрушившихся на него несчастий, он сумел все преодолеть и создать первоклассную компанию. Если он сумел вырасти, и вы сможете вырасти. Если он сумел создать многомиллиардную корпорацию, то и вам это под силу. Раз Марк сумел сделать состояние, начав с нуля, то это и вам под силу. Раз он смог научиться, это и вам под силу. Если он смог собраться, сможете и вы. Раз он смог измениться к лучшему, то и вам это под силу. Раз он может интенсивно развиваться как личность, то и вам это под силу. Учитесь всему этому. Учитесь у членов команды президентов, друг у друга. Учитесь у необразованного мальчишки-фермера из штата Айдахо. Учитесь у всех тех, кто собрался здесь сегодня. И выйдите сегодня отсюда с совершенно новым самоощущением и с дарами, которые вы принесете в ваш бизнес. Не думайте, что вы не способны расти и меняться, стать лучше и занять более высокое положение, что ваше сердце не может любить больше, а взгляд быть зорче. Дайте себе возможность расти и развиваться. Если на это способен кто-то один, на это способны все. Если вы хотите управлять огромной организацией, которая в год приносит 1, 2, 3 миллиона долларов, то вам надо развивать навыки. Надо с самого начала приучать себя к порядку. Но есть один интересный момент, связанный с дисциплиной. Моя главная фраза этого дня – «Дисциплина творит чудеса». Дисциплина творит чудеса. И вот первый элемент, который творит чудеса. Номер 1. Делайте, что можете. Не позволяйте нерадивости брать верх над собой. Не позволяйте нерадивости затормозить вас на пути к процветанию и здоровью, к тому, чтобы стать сильным, влиятельным и невообразимо богатым человеком. Не забрасывайте свои дела. Если есть возможность читать, читайте. Если есть возможность меняться, меняйтесь. Если есть возможность расти, растите. Если есть возможность сделать шаг, сделайте его. Делайте все то, что представляется возможным в данный момент. Конечно, сейчас вы не можете управлять многомиллиардным бизнесом. Марк 10 лет назад также не мог. Даже 5 лет назад у Марка не было такой возможности. Но сейчас у него многомиллиардный бизнес, потому что шаг за шагом, год за годом он шел к этому. Он не относился к этому с небрежностью. Он проводил всевозможные встречи. Он звонил всем, кому мог. Он читал всевозможные книги. Он учился всему, чему мог научиться. И шаг за шагом он оказался подготовлен. Послушайте меня. Не относитесь с пренебрежением к тому, что вы можете сделать, потому что результат будет невероятным, как в сфере личностного роста, так и в объемах продаж. Делайте то, что вы можете делать, и делайте на совесть. Надеюсь, этому вы научились, в особенности от членов команды президентов. Именно так они заработали свои бриллианты. Они не только делали то, что могли делать, они делали это на совесть. Они работали на совесть. У них все получилось. И именно поэтому у Herbalife такая безупречная репутация. Они услышали призыв Марка: «Давайте расти, давайте начнем с простых шагов». Давайте сначала делать то, что нам под силу. Представьте себе туманную ночь. Видимость 100 футов. Как можно что-то разглядеть, что там дальше? Ответ.
Пройдите эти 100 футов, идите вперед, и вам откроется то, что впереди. Продвигайтесь дальше, и вы сможете увидеть еще дальше. Из того, что вы здесь узнали, воплотите в жизнь то, что вы поняли. И я обещаю вам, как только вы это сделаете, вы сможете понять еще больше. Действуйте, и вы сможете увидеть дальше. И, наконец, настройтесь на то, чтобы работать на совесть. И у вас появится работа, которая приучит вас к дисциплине. Вы поставите парус и скажете себе: «Неважно, какой дует ветер, я готов ко всему». Дисциплина, которая творит чудеса, вот настоящее чудо, с которым мы ежедневно сталкиваемся в Herbalife. Один человек посвящает свою жизнь жизни другого человека. Именно здесь заложена потенциальная возможность чуда, в этой простой формуле. Человек получает результат и предлагает этот результат чьему-то вниманию, кому-то для размышления, заставляет их задуматься и отреагировать на него. У нас есть чудо под названием «Новый клиент». Мы делимся с ним возможностями, идеями, кто-нибудь расскажет ему о бизнесе, и вот у нас есть новый дистрибьютор. Дисциплина – залог новой жизни, когда мы посвящаем нашу жизнь жизни других людей. Именно поэтому я сегодня с вами. Марк Хьюз пригласил меня, чтобы я мог совершить нечто великое и невероятное. И я не мог упустить такую возможность посвятить часть моей жизни тем жизням, что собрались здесь. Поверьте мне, это творит чудеса. И я прошу вас, чтобы и дома. Потому что наша жизнь не ограничивается только бизнесом и нашими клиентами, дистрибьюторами и нашей организацией, и всем тем, чем мы гордимся, баннерами и флагами и прочим. Необыкновенно важно и ценно быть дисциплинированным по отношению к своей семье. Самые ценные инвестиции – это инвестиции в собственную семью. Нельзя уделять максимум внимания дистрибьюторам и минимум семье. Нельзя заботиться о дистрибьюторах и не заботиться о семье. Надо заботиться о ребенке не меньше, чем о дистрибьюторе. Потому что часто мы думаем о деньгах и об объемах, и о доходах, и мы очень о них заботимся. Но иногда наши близкие, те, кому больше всего нужно внимание для того, чтобы начать новую жизнь, иногда мы забываем, что надо посвятить нашу жизнь жизням других людей, если речь идет о наших родных и близких. Мы не задумываемся о том, как бы найти подход к нашей собственной семье и как посвятить им нашу жизнь. Не лишайте себя семьи. Стиль жизни. Еще одно жизненное испытание – это вооружиться своим результатом. И запишите себе это слово «смоделировать». Смоделировать для себя хорошую жизнь. Смоделировать для себя хорошую жизнь, как ковер соткать. Хорошая жизнь – это не случайность. Когда мне было 25 лет, мой учитель сказал две вещи, которыми я хочу с вами поделиться. И его слова изменили мою жизнь. Вот первое. Если ты хочешь быть богатым, изучай богатство. Если ты хочешь быть богатым, изучай богатство. Он дал мне простую, но емкую формулу. Формулу богатства. Первые 6 лет я работал в холостую. Первые 6 лет в бизнесе я работал в холостую. За следующие 6 лет в бизнесе я разбогател. Он научил меня философии экономики. Я ее изучил, я воплотил ее на практике, я разбогател. Но он сказал мне еще кое-что. Если хочешь быть счастливым, изучай и воплощай на практике искусство красиво жить. До тех пор я не знал, что счастье – это наука.
В 25 лет я считал, что наука о счастье – это скрестить пальцы и ждать, когда же оно придет. Но он сказал: нет, счастье надо смоделировать. Счастье – это искусство. Это не случайность, это искусство. И я призываю вас изучать и воплощать на практике искусство красиво жить. Начните со своей семьи. Хотите красиво провести вечер, придумайте, как это сделать. Само собой, это не произойдет. Хотите счастливо провести выходные, придумайте, как это сделать. То надо смоделировать, соткать, как ковер ручной работы из собственных идей. Не пускайте на самотек романтический вечер. Не пускайте на самотек день рождения ребенка. Не пускайте на самотек важный для вас уикенд. Регулируйте течение. Смоделируйте день. Смоделируйте выходные. Смоделируйте вечер. Привнесите счастье под названием «стиль жизни» в жизнь вашей семьи. Еще один важный момент – это культура. Надо везде бывать. Надо ходить в кино. Надо ходить на концерты симфонической музыки. Надо, чтобы культура влияла на вашу жизнь. Наслаждайтесь жизнью, моделируйте ее и наслаждайтесь. Пусть это будет час или пара часов, или один вечер. Пойдите и насладитесь симфонической музыкой. И когда вы вместе с семьей наслаждаетесь культурой и стилем жизни, начинает происходить следующее. Первое. Вы начинаете получать удовольствие. Это приятно. Но самое приятное другое. То чувство, которое вы от этого испытываете, валюта счастья, цена и ценность того, что вы смоделировали счастливую жизнь. Разговор с ребенком, любовное приключение. Брак не бывает счастливым сам по себе. Его надо взрастить. Нужно уметь дружить. Культурную жизнь надо правильно построить, правильно спланировать. Любовное приключение надо правильно соткать. Все эти удовольствия сопутствуют стилю жизни. И никто так не наслаждается искусством красиво жить, как дистрибьюторы Herbalife. И Марк – лучший тому пример. Вот самый простой пример. С милым рай и в шалаше, а одному скучно и во дворце. Мы подходим к заключительной части, самой интересной. Можно не только получать удовольствие от стиля жизни. Это очень важно. Его можно инвестировать в бизнес. Его можно инвестировать. И это обычно происходит так. Ваш стиль жизни, его цена и стоимость. Валюта стиля жизни. Вы вкладываете их в бизнес. Это чувство подталкивает вас к тому, чтобы дальше учиться и больше узнавать. Почему так происходит? Это целый цикл, включающий в себя философию и отношения. Дисциплина создает стиль жизни, а стиль жизни заставляет вас снова обращаться к основам, совершенствовать философию, отношения, быть более дисциплинированным. Все это создает ваш стиль жизни. Если вы правильно смоделируете любовное приключение, брак, культурную жизнь,